Последние новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня утром на центральном телевидении Израиля произошло то событие, о котором так долго говорила российская и мировая общественность. Известный пародист Максим Галкин впервые публично рассказал о своем несчастье, которое произошло с ним совсем недавно и в корне изменило его жизнь. Максим Галкин еле сдерживал слезы, сжимал руки, в итоге разрыдался и публично попросил прощения у тех людей, которым нанес обиды. Несколько дней назад у Максима Галкина было обнаружено тяжелое заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом. Максим Александрович Галкин до последнего момента надеялся, что это ошибка врачей и все обойдется. Однако вчера вечером пришел ответ от опытных врачей медицинского центра Израиля и Кипра. Максиму Александровичу поставили диагноз и официально подтвердили, что у известного пародиста диагностирован СПИД. К сожалению, Максим Галкин на данный момент абсолютно один. Он временно разорвал свои отношения с Аллой Пугачевой и живет на другом конце города, в одном из центральных районов Кипра. На данный момент с Максимом Галкиным рядом только домработница. Близкие и друзья перестали приходить к Максиму Галкину домой. Отметим, что по данным зарубежной прессы, чрезвычайное событие произошло несколько лет назад. Максим Галкин находился в командировке в одной из стран Африки и там подружился с местным артистом. По словам Максима Александровича, у него произошел процесс братания, и спустя какое-то время было обнаружено заболевание. Зрителям, которым неизвестна данная новость, могли бы не поверить в произошедшее, ведь на своих музыкальных концертах Максим Галкин по-прежнему шутит и старается быть веселым, и никак не подает виду о своей проблеме. Однако на этом неприятности не закончились. Тяжелое заболевание коснулось и известную певицу Аллу Пугачеву. По данным зарубежной прессы, несколько недель назад у Аллы Борисовны также были диагностированы признаки данной болезни. Если все эти данные о Максиме Галкине и Алле Пугачевой будут еще раз подтверждены на медицинском консилиуме, то жизнь Аллы Пугачевой и Максима Галкина может в корне кардинально измениться. Ведь с данным заболеванием шутки плохи, и Максима Галкина и Аллу Пугачеву ждут большие неприятности и испытания. Отметим, что это уже не первое печальное событие в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой за последнее время. Еще в конце прошлого года тяжелую травму получила дочь Галкина и Пугачевой в результате нападения на Кипре. Дочь Пугачевой и Галкина несколько раз находилась в реанимации и в состоянии комы. Ей провели несколько срочных операций, однако состояние дочери Галкина и Пугачевой так до конца и не стабилизировалось. По самым последним достоверным данным, дочь Пугачевой и Галкина до сих пор находится в стационарном лечении. Она часто теряет сознание и много времени проводит в больнице. Лечащие врачи не дают обнадеживающих прогнозов. Ну а сегодня утром глава комитета, известный актер Никита Михалков, еще раз поздравил всех женщин с замечательным женским праздником, Международным женским днем 8 марта. Будьте счастливы и здоровы и любимы, мои любимые дорогие, вместе мы сила, заявил Никита Сергеевич Михалков.